Авиакатастрофы. 29 декабря 2012 года при выполнении посадки в аэропорту Внуково потерпел катастрофу самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил забор и врезался во враг. Часть самолета оказалась на Киевском шоссе. Погибли 3 летчиков и 2 из 5 бортпроводников. Пассажиров в салоне не было. Реконструкция событий. 29 декабря 2012 года. Рейс 9268 возвращается из чешского Пардубице в Москву. В кабине опытнейший экипаж. 58-летний командир Геннадий Шмелев, 52-летний второй пилот Евгений Асташенков и 54-летний бортинженер Игорь Фисенко. Но обстановка в кабине достаточно напряженная. Еще по дороге в Чехию пилоты совершают ряд ошибок, и командир Геннадий Шмелев явно не в духе. В том числе он недоволен тем, как второй пилот Евгений Асташенков ведет радиосвязь с иностранным диспетчером. Блять, как вы хуёво разговариваете по-английски. 4-й уровень ИКАО. Сейчас экипаж возвращается домой и входит в московскую воздушную зону. Диспетчер передает схему захода. Red Wings 9268. Вы сможете Ивановская 19 Альфа зайти? Да, сможем. Red Wings 9268. Red Wings 9268. Снижайтесь, эшелон 180. Снижаюсь 180. Red Wings 9268. Рутинная процедура занесения схемы в бортовой компьютер вызывает у второго пилота Евгения Асташенкова явные затруднения. Командиру Геннадию Шмелеву самому приходится заняться этим вопросом. В суматохе он ошибочно забивает Ивановская 19 Браво вместо Ивановская 19 Альфа. Это у нас Альфа. Ты Браво, по-моему, забил. Это Браво, блядь. Это Браво. Блядь, сука. Может, через Ивановское? Только это... Через Ивановское, блядь. Да другого, блядь, не может быть. А какой посадочный-то, ёб твою мать. Если ее Альфа, то тогда, блядь... Ой, блядь. Земля, наверное, 19 Браво, а не Альфа вы нам дали. 9268. Ивановская 19 Альфа. Red Wings 9268. Вы знакомы с этой схемой Ивановская 19 Альфа? Да. Конечно, знакомы, блядь. А там и Альфа есть, блядь, самая лучшая, ёб твою мать. Тем временем поступает информация о погоде на аэродроме посадки. Во Внуково сильный боковой ветер. Его порывы превышают максимально допустимые значения. Экипаж на эту информацию никак не реагирует. В дальнейшем диспетчеры еще несколько раз передают экипажу данные о погоде, акцентируя внимание на ветре. Пилоты раз за разом игнорируют эту информацию. Они либо не знают, что при таком ветре садиться нельзя, либо очень хотят сесть. Обстановка в кабине продолжает оставаться напряженной. Командир постоянно нервничает и торопит второго пилота. Подходит полоса. Для безопасной посадки скорость должна быть постоянной – 230 км в час. Но сохранить ее такой командиру не удается. Скорость постоянно гуляет. Нельзя уменьшать, не уменьшай скорость. Да тихо ты. 240, Скорость растет. 250, Заколебала нахуй. 220, Да тихо ты. 230 скорость. Ну, побольше скорость. 220 скорость. Еще раз закричишь, Игорь, не выводи меня из себя. Посадку, блядь, разрешили нам? Red Wings 9268. Глиссадик к посадке готов. 9268. Ветер у земли 270 градусов. 7, порывы 15. Посадку разрешаю. Самолет подходит к полосе на повышенной скорости. Такая манера посадки вообще у всех пилотов, летающих на Ту-204. У командира Геннадия Шмелева она выражена особенно. В этот раз скорость слишком велика. Тем временем самолет уже над полосой, высота 15 метров, и бортинженер ведет ее отсчет. 15, 10, 9, 8, 7,
6, Блять, еще! 5, 4, 4, 3, 2, 2, 1, 1, 0. Посадка. Сесть в самом начале полосы не удается, не дает скорость. Наконец, с перелетом в 1000 метров они касаются земли. Впереди еще 2 километра, и этого с лихвой хватило бы, если бы остальное было сделано правильно. Самолет приземляется очень мягко, но мягко не значит безопасно. Левая стойка шасси коснулась земли, а в правую поддувает сильный ветер. Правое шасси не коснулось земли. Из-за этого автоматически не поднимаются интерцепторы, щитки на крыле. В этом случае бортинженер должен выпустить их вручную. Тогда шасси прижмутся к земле и можно будет включить реверс. Сейчас он заблокирован. Игорь Фисенко этого не делает. Командир Геннадий Шмелев пересиливает механизм блокировки и все-таки включает реверс. Но шасси не коснулись земли, и поэтому для электроники самолет все еще находится в воздухе, и она расценивает движение командира как команду на взлет. Двигатели начинают набирать обороты. У экипажа сильнейший стресс. Пилоты не понимают, что происходит. В летных инструкциях нет указаний, как действовать в таких ситуациях. На тренажерах этого тоже никогда не отрабатывали. Экипаж трижды включает реверс, и трижды самолет выходит на взлетный режим. Полосы остается все меньше, и еще можно взлететь. Но командир эту возможность даже не рассматривает. В сложившейся ситуации основные команды начинают идти от бортинженера. Реверс. Реверс не включился. Реверс пока не включился. Что-то пошли. На взлет пошли, что ли? Тормоза. Тормоза. Реверс включай. Реверс. Автомат попробуй. Давай! Попробуем. Все, блядь! Есть. Выключи двигатели! Выключаю. Выключаю. Постой! Самолет выкатывается за пределы полосы. Шасси, наконец, касаются земли. Автоматически выпускаются интерцепторы. Поздно. На скорости 190 км в час машина проламывает забор и врезается во враг. Пилоты и одна из стюардесс гибнут на месте. Еще одна скончается на следующий день в больнице. 3 выживут. Причинами катастрофы были названы разрегулировка механизма блокировки реверса и ошибочные действия экипажа. Последний свой проверочный полет командир Геннадий Шмелев также садился с повышенной скоростью и с тем же перелетом. Тем не менее, тогда проверяющий поставил ему оценку 5. За 9 дней до катастрофы другой Ту-204 авиакомпании Red Wings также выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Новосибирске. Обстоятельства происшествия были схожими. То же несрабатывание сигнала от шасси, тот же невыпуск интерцепторов. Также бортинженер не выпустил их вручную, возникли те же проблемы с реверсом. Тогда все обошлось. Самолет выкатился за пределы полосы на 300 метров, но все остались живы. Было куда выкатываться. А герой нашего рассказа, разбившийся Ту-204, был произведен в 2008 году и в 2010-м перевозил сборную России по футболу. Авиакатастрофы.